Вчера опубликовали данные по ИПЦ за сентябрь, на которых так сильно настаивал Трамп, и они показали, что инфляция в США выросла, но при этом не превысила предварительный прогноз в 3,1%, что было воспринято рынками как положительный сигнал. На этом фоне вероятность снижения ставки 29 октября продолжает находиться почти на уровне 100%. S&P 500 пробивает новый максимум, а биткоин тем временем также локально протестировал уровень 112 тысяч после публикации данных. Но согласитесь, как будто бы чего-то не хватает. Я имею в виду, что несмотря на различные зеленые катализаторы, рынок просто стоит на месте и консолидируется. Да, в целом наблюдается краткосрочное восходящее движение, и будем откровенны, нам все-таки пока удалось закрепиться выше локального дна, но резкого активного роста не наблюдается. А вот изменить это может предстоящее заседание ФРС, которое пройдет ровно через 5 дней. Учитывая текущие условия, снижение ставки как минимум на 0,25% нам гарантировано, но комментарии Пауэлла остаются под вопросом, потому что пока непонятно, какая у него будет риторика, тем более когда шатдаун продолжается. Заседание ФРС станет ключевым событием следующей недели, ведь именно от него будет зависеть то, как мы закроем месяц. По факту положительная риторика Пауэлла станет последним шансом на то, чтобы октябрь 2025 года стал зеленым, что продлит 7-летний плюсовой винстрик. Поэтому, друзья, сегодня в ролике вас ждет большой прогноз на заседание ФРС и его влияние на крипторынок. Мы разберем, к чему нам стоит готовиться, сможет ли биткоин вернуться выше 115 тысяч, я покажу, как стоит торговать в преддверии решения ФРС, также мы обсудим последний комментарий Трампа касательно встречи с главой КНР, и в конце я подготовил для вас ключевые уровни по биткоину, за которыми стоит следить, а также свой краткосрочный предикт. Свои прогнозы и ожидания по рынку вы можете писать в комментариях под видео прямо сейчас, и не забудьте поддержать видео лайком. Это сильно помогает моему каналу, и давайте наберем 1000 лайков, чтобы разбор самых важных событий ноября с прогнозом на месяц вышел уже на следующей неделе. За комментарий под прошлым видео $10 достаются этому зрителю, и как обычно еще $10 мы отправляем за подписку на телеграм-канал. Так что всем приятного просмотра, меня зовут Влад, мы начинаем. Конечно же, друзья, нам стоит начать именно с данных по ИПЦ и вообще разобрать, что они значат для ФРС, а также рынка. Первыми ИПЦ получили подписчики нашего телеграм-канала, куда максимально быстро были опубликованы данные. И так происходит вообще со всеми важными новостями. Ведь как только на рынке происходит что-то важное, мои подписчики узнают об этом первыми. А поскольку скоро встреча ФРС, киты уже готовятся к этому важному событию и открывают сделки. Но чтобы узнать, на чем крупные игроки зарабатывают миллионы долларов прямо сейчас, обязательно переходите и подписывайтесь. Да, вчера все-таки ИПЦ опубликовали. И вот что интересно. Это первый случай с 2018 года, когда данные по инфляции выходят в пятницу, да еще и во время шатдауна правительства США, когда почти все остальные экономические отчеты просто заморожены. Инфляция за сентябрь составила 3%, прогноз был чуть выше, 3,1%, так что результаты, можно сказать, даже немного лучше ожиданий. А в августе, напомню, инфляция была 2,9%, то есть цены растут, но не слишком быстро. И это уже позитивный сигнал. Если проще, инфляция это то, насколько дорожают продукты, жилье, транспорт и все остальное, что покупают люди каждый день. Эти данные важны, потому что именно на них ФРС ориентируются, когда решают поднимать или снижать процентные ставки. И вот тут самое интересное, уже через 5 дней заседание ФРС, где решится, что будет дальше с денежно-кредитной политикой. Из-за шатдауна никаких других данных у них просто нет, поэтому именно этот отчет по инфляции станет ключевым аргументом на встрече 29 октября. Судя по этим данным, инфляция под контролем, экономика замедляется плавно, а значит у ФРС есть пространство для снижения ставки, тем более Пауэлл лично говорил о проблемах на рынке труда. По данным СМИ, рынок почти на 99% уверен, что ставки снизят на 0,25%. А что это значит для нас, криптоинвесторов? Когда ставки падают, деньги становятся дешевле, ликвидности больше, инвесторы снова идут в более рискованные активы, то есть в крипту. В отличие от криптовалюты, акции отреагировали более положительно, а индекс S&P 500 вообще пробил новый максимум. Вероятность еще 2 снижений процентной ставки в этом году уже достигла рекордных 85%. Это не просто цифра, это по факту приговор внешней денежной кредитной политики США. Почему же так? Все складывается в одну картину. Шатдаун данных продолжается, статистика по экономике выходит обрывчато, и те немногие показатели, что все-таки публикуются, выглядят все хуже. Рынок труда ослабевает, безработица растет, а новые рабочие места создаются медленнее, чем ожидалось. И поверх этого инфляция снижается быстрее прогнозов, ведь последний отчет по ИПЦ показал, что рост цен замедляется. В такой ситуации ФРС буквально загнана в угол. Повышать ставки нельзя, экономика начнет трещать по швам, а оставить все как есть значит спровоцировать рецессию на фоне шатдауна и падения спроса. Поэтому единственный вариант – резать ставки дальше. И не просто символически, а минимум 2 раза до конца этого года, чтобы вернуть рынки к жизни и не допустить паники. Если смотреть со стороны крипты, то это мощнейший сигнал. Дешевые деньги снова идут в рискованные активы. Это именно то топливо, которое в прошлые циклы подбрасывало биткоин к новым максимальным уровням. Иными словами, рынок уже не гадает, он готовится. ФРС обязана снизить ставки, ведь другого варианта просто нет. А как снижение влияет на криптовалюту, вы и так прекрасно знаете. Поэтому, как я сказал, 29 число – это очень важная дата на следующей неделе. Но вчера на открытии американского рынка биткоину снова пришлось бороться с давлением со стороны продавцов. Несмотря на то, что накануне появились первые признаки восстановления, рынок пока не отпускает. Медведи все еще держат цену под контролем.
контролем. По данным CoinGlass, ситуация на биржах сейчас очень напряженная. Уровень ликвидности в ордерах слабый, а заявки на покупку начинают скапливаться лишь на уровне 110 тысяч. Именно там рынок может попытаться сформировать новую зону спроса. Книга ордеров выглядит пока тяжелой, то есть инвесторы либо ждут, либо опасаются ловить дно. Для того, чтобы биткоин реально вернул себе импульс, ему нужно пробить и закрепиться выше 3 важных уровней, а именно 20, 50 и 200 EMI. Сейчас биткоин отталкивается от 200-дневной линии, но две другие все еще выступают жестким сопротивлением. Тем не менее, я не исключаю, что может быть очередной отскок от зоны поддержки на уровне 106-107 тысяч. Эта область уже несколько раз доказывала свою значимость, и каждый раз, когда цена приближалась к этим уровням, покупатели усиливали давление. Можно сказать, что зона 106-107 тысяч – это настоящий щит текущего цикла. Именно здесь активные покупатели перехватывают инициативу у продавцов, не давая цене проваливаться ниже. На фоне нестабильности и слабой ликвидности в ордерах это особенно важно. Пока биткоин держит эту линию, структура рынка остается бычьей. Мы видим, что после каждого касания этой поддержки цена отскакивает с активным ростом объемов, что указывает на интерес со стороны инвесторов. Это не просто локальные трейды, это попытка удержать рыночный баланс и не позволить биткоину уйти в глубокую коррекцию. Так что в ближайшее время лично я буду торговать, отталкиваясь именно от этой зоны поддержки. Если Пауэлл официально объявит о завершении программы количественного ужесточения, то есть по сути признает, что ФРС больше не будет сокращать балансы и выкачивать ликвидности системы, это станет мощнейшим бычьим сигналом. Такое заявление может запустить новую волну роста, особенно по рискованным активам и, конечно же, по крипте. Но, друзья, не стоит сразу влетать в лонги. Маркетмейкеры наверняка устроят резкий дамп прямо в момент заявления Пауэлла, чтобы выбить тех, кто заходит с плечом. Это классика. Сначала устраивает вынос, ликвидации, паника, а потом рынок разворачивается и идет вверх на чистой ликвидности. Лучше дождаться этого снижения. Оно может начаться буквально во время речи Пауэлла. После сброса уже искать точки для покупок, особенно в токенах, которые могут получить драйвер на фоне анонсов ETF. И что важно, учитывать, что все это может совпасть с возобновлением работы правительства США. Ведь шатдаун длится уже больше 3 недель. По прогнозам, этот шатдаун может стать самым длинным в истории. На Polymarket даже дают больше 50 вероятность того, что он продлится до середины ноября. Мой посыл простой: не покупайте на новости. Подождите, пока рынок выдохнет. Настоящее движение вверх начнется только после локального дампа и очистки ликвидности. Если мой сценарий отработает, то сначала нас будет ждать локальная просадка до ключевой поддержки, а за ней новый импульс роста на фоне завершения жесткой политики ФРС и общей стабильности экономики. Но если вас интересуют более подробные торговые рекомендации с четкими уровнями входа по различным монетам, тогда добро пожаловать в нашу подписку Pro, где прямо сейчас аналитики подготавливают прибыльные позиции на ближайшую неделю. На этой неделе мы уже заработали на вале цены TAO, на активном развороте монеты STX, а также на движении многих других альтов. Вообще сейчас просто идеальное время для трейдинга. Рынок скачет на новостях, что позволяет фиксировать профит не только на росте, но и на падении. Прямо сейчас я также активно торгую и с самого утра открываю по 5-10 сделок, отталкиваясь от ключевых уровней, потому что просто сидеть ждать разворот и терять деньги я не хочу. Основной объем спота я уже откупил еще 11 числа и сейчас делаю упор на трейдинг, чего и вам советую. Ведь с подпиской Pro у вас будет обучение, сопровождение, поддержка 24/7 и еще мы поможем вам собрать хороший портфель. А тем временем наш официальный партнер BitGet, который поддерживает Pro и меня лично, всем новым пользователям раздает до $8000 бонусов. Поэтому, друзья, не теряйте свое время зря. И если что, все ссылки есть в описании под этим видео. Но кроме ФРС, на следующей неделе нас ждет еще одно немаловажное событие, а именно встреча Трампа и Си Цзиньпина. На самом деле эта тема вообще заслуживает отдельного видео, но я не могу это не прокомментировать. Это их первая личная встреча с 2019 года, и она может задать тон всей мировой экономике на годы вперед. На первый взгляд позитив. Трамп не собирается вводить новые тарифы против Китая, потому что прекрасно понимает, что сейчас это был бы сильный удар по экономике США. Инфляция и так сдержана, а любые обострения торговой войны вызывают рост цен, а также замедление импорта и новую волну давления на рынок. Но расслабляться рано. Все, что мы видим, это начало очень долгого торга. По словам источников, никакой быстрой сделки ждать не стоит. Речь идет о долгосрочных договоренностях на годы вперед, и переговоры будут крайне сложными. Трамп традиционно действует импульсивно, как ребенок. Громкие заявления, угрозы, потом резкие развороты. Китай, напротив, играет долгую игру. Он строит стратегию на десятилетия и не поддается на эмоциональные качели Вашингтона. Даже американский суд уже высказался, что очень высокие тарифы недопустимы. То есть у Трампа руки связаны не только экономикой, но и со стороны закона. Не воспринимайте эти переговоры как нечто срочное или простое. Сделка между США и Китаем — это марафон, а не спринт. А пока Трамп снова пытается играть с позиции силы, Китай просто ждет и выигрывает себе время. Возвращаясь к биткоину, хотел бы вам показать очень интересную метрику, которая однозначно сыграет свою роль в будущем. По последним данным, короткие позиции по биткоину на сумму более 14 миллиардов долларов находятся в зоне риска ликвидации, если цена биткоина поднимется до уровня 123 тысячи. Это колоссальный объем шортов, и если биткоин продолжит движение вверх, мы можем увидеть одну из самых мощных волн ликвидаций за весь этот год. Представьте, миллиарды долларов позиций вынужденно закрываются, создавая эффект
эффект снежного кома. Чем выше цена, тем больше шортов сгорает, и тем сильнее импульс вверх. Это то самое состояние, которое называется шорт-сквиз, когда медведи загнаны в угол. И судя по динамике последних дней, рынок уже начинает перераспределять ликвидность в пользу лонгов. Многие трейдеры, которые до этого играли против тренда, теперь спешат перестроиться, чтобы не попасть под ликвидации. По факту биткоин готовится к массовому сокращению коротких позиций. Если цена биткоина пробьет зону 123 тысячи, то нас будет ждать настоящий ликвидационный взрыв. Это может стать катализатором нового импульса роста, когда на страхе шортистов рынок просто полетит вверх. Также по свежим данным, ликвидность на стороне продаж, то есть количество биткоинов, которые вообще доступны для продажи, упало до самого минимального уровня с 2018 года. Сейчас это примерно 3,1 миллион биткоинов. Это просто катастрофически мало. И цена при этом держится в районе 110 тысяч. И рынок балансирует буквально на грани. С одной стороны предложение сокращается, а с другой спрос со стороны долгосрочных холдеров только растет. Только за последние 30 дней, по данным аналитиков, адреса, которые активно накапливали биткоин, купили почти 374 тысячи биткоинов. И кто это делает? Правильно, киты и долгосрочные холдеры. Те, кто всегда покупает, когда цена падает. Такое поведение – классический сигнал фазы тихого накопления перед новым бычьим циклом. Это когда рынок вроде бы стоит на месте, но на самом деле идет активная скупка монет, и ликвидность постепенно исчезает из стаканов. Сейчас коэффициент ликвидности упал примерно до 8,3 месяцев, то есть текущего объема монет на продажу хватит меньше, чем на 9 месяцев рыночного спроса. А это дефицит предложения. И ранее, когда рынок входил в такие фазы, через несколько месяцев начинался мощный рост. Если такой тренд сохранится в ближайшее время, то биткоин легко вернется на 115 тысяч, особенно если фонды возобновлят накопления через ETF, а также киты усилят свои покупки. И получается сейчас тот самый момент, когда все выглядит спокойно и даже скучно. Но именно в такие периоды рынок обычно заряжается энергией для нового активного взлета. Также я продолжаю говорить в последних видео, что бычка еще не закончилась. Смотрите, несмотря на то, что краткосрочный импульс у биткоина немного ослаб, долгосрочный спрос все еще держится очень уверенно. То есть глобальный бычий цикл не закончился, он просто вошел в фазу зрелости, когда рынок постепенно выдыхается перед следующим импульсом. Главную роль сейчас играет так называемая когорта дельфинов. Это крупные холдеры, в том числе ETF-фонды, корпорации, а также институционалы, которые владеют от 100 до 1000 биткоинов. И вот цифра, на их кошельках уже больше 25% от общего предложения. Это более 5 миллионов биткоинов. То есть каждый четвертый биткоин в мире находится у дельфинов. И именно они сейчас определяют, куда двинется рынок дальше. Потому что когда эта когорта активно накапливает, биткоин растет. А когда они тормозят, начинается распределение и коррекция. Только за 25 год дельфины добавили 681 тысячу биткоинов, в то время как все остальные группы наоборот сокращали свои запасы. Это прямо указывает на доминирование институционалов. При этом годовой темп роста их активно по-прежнему положительный, около 907 тысяч биткоинов в год, что выше средней линии. То есть пока движение спроса остается бычьим. И сейчас диапазон такой: сопротивление 115 тысяч, а поддержка на уровне 107 и 106 тысяч. Так что за этими уровнями нам стоит следить. А что вообще с альтами? Давно мы о них не говорили. Друзья, я продолжаю внимательно следить за одним из самых важных графиков – капитализация альтов без учета эфира и стейблкоинов. Именно он дает реальную картину того, что происходит в секторе чистых альтов и где формируется следующий крупный импульс рынка. И сейчас ситуация выглядит так. Эта капитализация все еще на 37% ниже своего максимального уровня, но при этом несколько недель стабильно консолидируется. Это типичное поведение перед большим движением. Рынок копит энергию и как пружина сжимается перед возможным выстрелом. Когда мы видим длительную консолидацию при низкой волатильности, это значит, что капитуляция продавцов уже позади, и в игру постепенно возвращаются покупатели, но без агрессии. Они ждут сигнал, и этот сигнал появится тогда, когда график пробьет локальный максимум. И вот тогда начнется самое интересное. Как только капитализация альтов без эфира и стейблкоинов выйдет из этой фазы накопления и начнет расти, это будет официальное начало цикла роста альтов. То есть самой фазы рынка, когда деньги начинают активно перетекать из биткоина в рынок альтов, давая взрывной рост по всем альтам. Отдельное видео по теме альтов я обязательно сделаю. И если вам это интересно, пишите в комментариях. Но если посмотреть на доходность биткоина, то неужели сейчас все идет к тому, что октябрь мы закроем в минус? Хотя биткоин вроде бы снова вернулся к своей верхней границе ключевого диапазона выше 110 тысяч, он все равно остается в красной зоне. И это, конечно, разочаровало многих быков, которые ожидали новый максимум уже в октябре. Сейчас биткоин торгуется в этом диапазоне. И если до конца месяца цена упадет хотя бы на 4%, то это будет худший октябрь за последние 12 лет. Для сравнения, в 2017 и 2021 годах, когда шел бычий рынок, биткоин в октябре рос минимум на 40%, а вот антирекорд пока держит 2014 год, когда он упал на 13%. Поэтому сейчас момент истины. Либо биткоин снова оживает и вернет легендарный октобер, либо мы реально увидим самый слабый октябрь за всю историю. Но не все так плохо. Основная часть роста в октябре обычно начинается во второй половине месяца. 60% прибыли биткоина за год приходится именно на период после 3 октября. И это дает надежду, что все самое интересное еще впереди. А теперь добавим к этому еще один фактор. 29 октября заседание ФРС. Если Паул реально объявит об окончании программы количественного ужесточения, то это будет огромный бычий сигнал для всего рынка. И даже если сейчас все выглядит вяло, то эта новость может буквально перевернуть игру. Поэтому да, друзья, октябрь пока не оправдал ожиданий. Но это еще не финал. ФРС может вернуть ликвидность, а вместе с ней настоящий октобер. Сейчас рынок стоит на пороге разворота, и ближайшие дни покажут,
будет ли это худший октябрь или наоборот взрывной финал месяца. Подводя итоги, друзья, могу сказать, что все внимание будет направлено на 29 число, когда пройдет встреча ФРС, а также снижение ставки. Но самое главное, это даже не само снижение, а речь Пауэлла. Именно от его тона, от того, как он обозначит дальнейший курс политики, будет зависеть, насколько мощным окажется следующий импульс для рынка. Если Пауэлл даст понять, что это начало цикла смягчения, то рынок получит огромный приток ликвидности. Капитал снова пойдет в рискованные активы, и мы можем увидеть, как биткоин вернет свое движение, а вот альты начнут оживать. Но до этого, особенно в выходные, стоит быть осторожными. Ликвидность может упасть, и мы можем увидеть временные просадки и ложное движение вниз. Это не повод для паники, а это обычная подготовка к развороту. Ведь именно так рынок часто себя ведет перед крупными событиями. Выбивает слабо руки, а потом начинается движение в положительную сторону. Поэтому держим фокус, не поддаемся эмоциям и готовимся к следующей неделе. 29 число – главная дата месяца, и она может стать поворотным моментом для всего рынка. А пока спокойно переживаем выходные, следим за ликвидностью и ждем большое движение. Если это видео было для вас полезным, поддержите его лайком и в комментариях напишите, чего вы ждете от встречи ФРС. И обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Там мы разбираем все важные события в режиме реального времени. Поэтому, друзья, всем желаю удачи, до скорых встреч.